Всем привет! Сегодня мы с вами разберем, какую лучше биржу выбрать для трейдинга. Это видео будет полезно тем, кто только начинает свой путь в трейдинге, так и для тех, кто уже давно этим занимается. Я расскажу, какие биржи использую лично я, как торговать на бирже, как сделать ваш аккаунт на криптобирже максимально безопасным. Вообще у нас большое количество разных бирж. Самые крупные биржи сейчас не очень хорошая идея выбирать, потому что они привлекают большое внимание регулятора, и это приводит к тому, что проходят различные проверки, накладываются разные санкции, из-за этого с вашим счетом могут возникнуть различные проблемы. Первое, с чего начнем, так это с того, что все деньги, которые вы завели на биржу, вам уже не принадлежат. Они принадлежат бирже. Поэтому на биржу нужно заводить только определенную сумму для торговли и не хранить там основную часть вашего депозита. Там я пользуюсь несколькими биржами. Иногда я могу поторговать на Binance. Все зависит именно от монеты. Если она есть на моей основной бирже, на которой я торгую, то я и торгую там. Если ее нет, то я, например, могу торговать на Binance. Но в основном вся моя основная торговля происходит на другой бирже, о которой я вам сегодня расскажу. Я выбрал биржу менее крупную, потому что на нее меньше давит регулятор. И как показывает практика, то те биржи, которые сейчас активно развиваются, они дарят различные бонусы и подарки. Поддержка у мелких бирж, она лучше отвечает, чем у крупных, потому что у крупных очень много пользователей, у них не хватает времени обработать все запросы. Плюс, если вы не какой-то крупный блогер, либо какое-то медийное лицо, то вы порой до крупной биржи можете даже не достучаться, она просто может не ответить. А что вообще для меня самое важное при выборе биржи? Первое – это ее надежность. Второе – это чтобы у нее была ликвидность, потому что я не хочу, чтобы у нее были какие-то проскальзывания во время моих сделок. И еще один из самых важных факторов – это комиссии, потому что кажется, что вот эти комиссии маленькие, 0,06%, но если мы посмотрим результаты торговли за месяц, то мы можем увидеть, что наша комиссия будет составлять за месяц там несколько тысяч долларов. Так как у нас в основном идет фьючерсная торговля, то мы торгуем с кредитными плечами. То есть, если мы заходим в сделку на $500 с 50-м плечом, то это уже получается, что мы открылись на 25 тысяч долларов. А 25 тысяч долларов – это открытие сделки там 0,6%, это может быть там процентов, точнее долларов 15, плюс на закрытие сделки, и в принципе уже набегает нормальная сумма. А это всего лишь одна сделка, а у нас может быть в месяц очень много больших сделок. И вот у меня, в принципе, в среднем может набегать там 3-5 тысяч долларов, которые я трачу только на комиссию. И вот я искал биржу, которая будет мне подходить по критериям, чтобы она была надежной, чтобы комиссия была ниже, чем на других биржах, ну и различные подарки и бонусы от биржи тоже получать приятно. Ну и чтобы для граждан СНГ тоже не было проблем. И перед тем вообще как продолжим, я хочу напомнить, что если вам интересен контент, связанный с трейдингом, то подписывайтесь на наш YouTube канал, а чем больше лайков вы ставите, тем быстрее я выпускаю новое видео. По итогам поиска подходящей для меня биржи, я выбрал биржу BingX. Если зайти на сайт TradingView, то мы видим, что рейтинг у нее хороший. Также есть показатели, что эта биржа хорошо развивалась в 2021-2022 году. Вообще биржа существует с 2018 года. Она развивалась больше в Азии, а сейчас она приходит на европейский рынок. Также нам важно подтвердить резервы на бирже. Потому что если на бирже не подтверждены резервы, то это может быть какая-нибудь там пирамида, либо биржа потом может просто соскамиться, и мы забудем о своих деньгах. У этой биржи есть подтверждение резервов. Видите, тут написано каждое 1 и 15 число месяца. То есть мы можем эти, в принципе, резервы посмотреть, проверить. Сейчас у нас загрузится отчет. Этот отчет, в принципе, может каждый человек любой проверить. Вот у нас загружается отчет. Посмотреть это может любой человек просто в разделе «Наши резервы». Это вот здесь вот. Еще 100% подтверждение резервов. Также хотел бы обратить, что у этой биржи есть хорошие лицензии. То есть это не какая-то офшорная зона, а это есть лицензия Штатов, Канады, Европы и Австралии, что также подтверждает ее надежность. Конечно, эти лицензии могут быть у всех, в принципе, и нельзя полностью доверяться, что прям, ничего не случится. Но если мы исходим из теории вероятности, то имея такие лицензии, то вряд ли что-то случится. Но, конечно, все-таки заводить всю сумму денег на биржу я не советую, потому что мало ли что может быть. Это нормальная ситуация, когда мы рассчитываем свои риски. Давайте теперь перейдем на CoinMarketCap и перейдем именно на деривативы. Нас вообще интересует ликвидность. По ликвидности эта биржа занимает 13 место,
что в принципе считается нормальным. Когда у нас такое большое количество разных бирж, 13 место в списке CoinMarketCap, это довольно-таки неплохо. И как я говорил ранее, что наличие большой ликвидности для меня это очень важно. Если мы посмотрим на комиссии, то тут комиссия ниже, чем на других биржах. Даже, например, если сравнивать с той же биржей Bybit. А в основном мы смотрим на комиссию тейкера, и здесь она низкая. Поэтому, если вы хотите также сэкономить на комиссиях, как и я, то, в принципе, это довольно-таки неплохой вариант. Монет на бирже большое количество, так что, в принципе, торговля довольно комфортная, но лично мне хватает. Что для меня еще очень важно на этой бирже? Если мы перейдем в раздел фьючерсов, то тут есть то, чего нет на других биржах. Смотрите. Эта биржа предоставляет возможность нам торговать на рынке Форекс, мое любимое евро-USD, торговать на рынке акций, тут еще есть также индексы, и это очень большое преимущество, это очень удобно, потому что если вы захотите поторговать на рынке Форекс, вам нужно будет искать брокера, заводить как-то на него деньги, а очень часто на брокера ты не заведешь деньги криптой, он будет требовать подтверждения происхождения средств. Также вывести с брокера сложновато деньги, там только на банковские счета, ты на крипто не можешь получить. А тут мы просто заводим на биржу крипту, и мы можем сразу торговать и акциями, и индексами, и Форекс рынок, что на самом деле очень удобно и для меня очень важно. А также многие биржи запрашивают, у них есть обязательная KYC-верификация, а здесь она не обязательна. Здесь KYC-верификация и лимиты на вывод без KYC-верификации составляют до 50 тысяч USDT в сутки. Я торгую уже на этой бирже несколько месяцев, и, в принципе, мне все нравится. И перед тем, как записывать это видео, я подал заявку на партнерство с этой биржей, и мне ее одобрили. Потому что благодаря партнерству я могу вам дать дополнительные бонусы, если вы также захотите пользоваться этой биржей. Бонус, который я вам могу дать, это скидка 10% на комиссии. То есть у вас на этой бирже комиссия будет меньше, чем на других биржах, а со мной у вас будет еще бонус минус 10%. Также вы при регистрации получите бонусы до $5000 для новых пользователей, также постоянные денежные бонусы или бонусы в токенах за различные торговые обороты. Чтобы получить это все, вам нужно зарегистрироваться по моей ссылке. Это важно, чтобы у вас активировалась скидка на комиссию. Если вы этого не сделаете, вы будете переплачивать, а нам это не нужно делать. Поэтому сейчас я хочу вам показать, как вообще происходит регистрация, и вместе с вами я хочу зарегистрировать новый аккаунт. Ссылка для регистрации находится в описании под видео. Обратите внимание, вот я перешел по ссылке, у меня открылась такая страничка. Что важно проверить, чтобы вы получили бонусы, потому что многие люди пишут, я зарегистрировался, но не получил бонусов. Смотрите, вот здесь у нас должен быть обязательно написан реферальный код. Теперь я ввожу свою почту и ввожу пароль, который придумал, так? Если вы регистрируетесь с мобильного телефона, тоже нажмите сюда и проверьте, чтобы здесь был введен реферальный код. Если вы скачали мобильное приложение, то вам нужно будет просто скопировать этот реферальный код, ставить его вот в это поле и потом регистрироваться, потому что если вы это не сделаете, вы не получите дополнительные бонусы и не получите скидку на комиссию. Смотрите, вот я ввел e-mail, ввел пароль, сейчас я регистрируюсь и мой реферальный код. Нажимаю «Далее». Подтверждаю, что я не робот. Нет, сейчас мне нужен код подтверждения, который мне пришел на почту. Вставляю код подтверждения, зарегистрироваться. Все, я зарегистрировался. Регистрация выполнена. Вы можете забрать награды на $5000, получить награды. Итак, смотрим, что у нас вообще есть. Смотрите, я говорил, что при регистрации по моей ссылке вы будете получать различные подарочки. Сейчас я нажал, чтобы получить подарочек просто за вход на биржу Binance. И он мне дал подарочек, ваучер на подкрытие результатов копи-трейдинга стоимостью 10 USDT. То есть, если вы будете заниматься копи-трейдингом и вы уйдете в минус, то этот ваучер даст вам возможность покрыть минусовые $10. Супер, классно. Вот тут также в остальные дни вам будут еще вручать бонусы. Что у нас еще есть? Например, сейчас нам еще дают Mystery Box стоимостью до $200. Так? Чтобы его открыть, мне нужно внести депозит.
Я внесу свой депозит, покажу, как его внести, потом мы вместе с вами откроем этот Mystery Box, посмотрим, что мне выпадет. Пока что мне выпал бонус $10 на копитрейдинг, который я открыл. Но также я могу еще делать открытие подарочков в другие дни, и тоже мне будет что-то выпадать. Сейчас вот у нас тут есть событие. Пополните счет и получите до 5000 USDT. В принципе, неплохо. Давайте посмотрим. Регистрация. Я зарегистрировался. Это видео у нас закончится эта акция через пару дней. Тут также есть другие акции. Когда вы будете переходить по моей ссылке, у вас будут создаваться различные новые акции. Это все делается только когда вы переходите по моей ссылке. Тут еще также есть подарки за депозит. То есть вы вносите $200, вам сразу дадут $2, потом тут за совокупный объем $300, вам еще 3 дадут. За 2000 USDT вам дадут $10. Ну, в принципе, это все нормально. Вот тут еще вам потом дадут $10, если вы проторгуете $10 000 с учетом плеча, а с учетом плеча, если мы торгуем, как я раньше говорил, вы можете войти просто на сделку на $100 с сотым плечом, и это уже будет объем в $10 000. Вы заберете, получите этот бонус. Переходим в аккаунты безопасность. Первое, что я бы сделал, это, конечно, привязал свой номер телефона сюда, чтобы увеличить безопасность. Также нам еще нужно поставить двухфакторную аутентификацию от Google. Давайте сейчас я это сделаю. Смотрите, так как это тестовый аккаунт, в принципе, я вам могу показать этот ключ, мне без разницы. Также я бы еще указал пароль для средств. Это специальные цифры, которые знаете только вы, чтобы другой человек, даже если вас взломают, чтобы он не мог вывести ваши средства. Вот я ввел дополнительный пароль. Еще у нас есть антифишинговый код. То есть, смотрите, есть такая тема, когда люди вот тут вот в названии сайта у нас может отличаться одна буковка, например, так. Например, вместо буквы «и» стоит там единичка, допустим. И таким образом мы, допустим, потом в письме нам придет письмо, там будет вот такой вот сайт с этой единичкой вместо буквы «и», и мы введем свои данные не туда. И антифишинговый код, то есть значит, что нам в письме будет приходить кодовое слово, по которому мы всегда будем понимать, что это письмо оригинальное от настоящей биржи. Как теперь пополнить депозит? Нажимаем «Мои активы». Нажимаем «Депозит». Да, я прочитал руководство, подтвердить. Сейчас я все пополню и обрежу это. Сейчас я выполнил депозит на $120. Давайте откроем те награды, которые мы можем также получить. Мы переходим, возвращаемся обратно на ту страничку и открываем наш Mystery Box для новых пользователей. Нажимаем «Открыть». Вот нам дали $10 и $50. Переходим на наши ваучеры. Вот здесь вот, если мы нажмем сюда, у нас, видите, здесь есть ваучер на $85. Мы получили бонусом, просто потому что вы зарегистрировались по моей ссылке. Давайте сейчас перейдем к самой торговле и как нам нужно перевести деньги, чтобы мы могли начать торговать. Мы переходим в «Мои активы». Теперь нам нужно нажать кнопочку «Перевести». У нас есть счет фонда и есть нестандартные фьючерсы, а нам нужно их перевести на бессрочные фьючерсы. Я просто сразу закидывал все деньги на стандартные фьючерсы, но чтобы торговать криптовалютой, нам нужно их перевести на бессрочные. А вы, возможно, скорее всего, можете закинуть все деньги на счет фонда. Ну, короче, мы делаем перевод. Все, теперь у нас на фьючерсном счете, на бессрочных фьючерсах лежит $120. Заходим в бессрочные фьючерсы. Вот так вот у нас выглядит панель. Это стакан. Тут мы выбираем ту монету, которую мы будем торговать. Нажимаем «Все». Видите, какой тут большой список монет. В принципе, я думаю, монет хватит для торговли. Все нормально будет с этим. Например, выберем эфир. Так, что у нас находится справа? Тут у нас размер нашего плеча. Оставим 25 плечо, как и было. 25 для лонга, 25 для шорта. Нажимаем «Применить». У нас есть рыночная, есть лимитная позиция. Что вообще это значит и какая между ними разница? Смотрите, у нас вот здесь есть стакан. Тут у нас позиции, по каким ценам мы можем купить.
Если мы будем выставлять лимитную позицию, так, то мы можем выставить, например, цену 1830,8096. И вот я сейчас выставлю и буду ждать, пока эта заявка исполнится. Я, например, хочу купить на $200. Я нажимаю «Открыть лонг». Видите, у меня сейчас это открытая заявка получается, так? Она ждет, пока цена будет в стакане 1836.96. Только тогда моя заявка исполнится, и я смогу дать в позицию. А если я открою рыночную заявку, то рыночная заявка у меня покупается в моменте. То есть он будет скупать все заявки, которые есть, пока не заполнит нужный объем. То есть если я открою рыночный, пускай на $250, открыть лонг. На самом деле непонятно, почему заполнилось 239 USDT, а не 250, как я ввел. Возможно, какая-то погрешность есть. Но заявка исполнилась сразу. Моя лимитная заявка до сих пор открыта, потому что она еще ждет вот этой цены. Смотрите также. Тут у меня 239 USDT. Тут у меня еще есть свободные деньги, то есть у меня еще есть $100, на которые я могу входить в позиции. То есть это все делается за счет плеча. То есть давайте скажем 250, с 25-м плечом это получается на $10. И тут у меня отнялось $10. Плюс у меня еще вот здесь вот висит. Вот видите, вот все. Цена пришла, и у меня заявка исполнилась. Сейчас у меня объем 422 USDT, то есть 422 с 25-м плечом, это где-то там долларов 18-19, так? И вот как раз у нас 19 этих долларов, вот здесь вот до нашей суммы депозита. Как нам дальше с этим работать? Вот тут мы видим наш PNL, так? Если мы нажмем сюда «Поделиться», это мы можем отправить друзьям, либо, например, в паблик. У нас есть вертикальный, горизонтальный вид скриншота. Тут мы видим нашу доходность проценты. Мы можем нажать «Прибыль», чтобы увидеть цифры. Но тут есть различные скриншоты, которые можно скачать и где-нибудь опубликовать. Нажимаем «Добавить», «Take Profit» и «Stop Loss». У нас сейчас лонговая позиция. То есть мы зашли по... Сейчас посмотрим, по какой цене мы вошли. Мы вошли по цене 1839.02. Это у нас средняя цена покупки, так? И мы стоим в позиции лонг. Допустим, Take Profit — это наша цель. Допустим, я хочу закрыться на цене 1850, и я хочу закрыть всю полностью позицию, то есть 100% своих. Если я закроюсь на цене 1850, у меня прибыль составит $2. Если я закроюсь на 1900, у меня будет прибыль, например, $14 моим объемом. Также я ставлю стоп-лосс. Например, я хочу поставить стоп-лосс на 1820 и выбираю тоже всю сумму позиции. Тогда я потеряю $4. Вот, например, вот у меня стоит такая цель, что я готов потерять $4.37 и хочу заработать потенциально $14.02. Нажимаю «Применить», все. Когда у меня цена достигнет определенных этих значений, у меня автоматически сработает либо take, либо stop. Как еще можно закрыть позицию? Можно нажать «Закрыть по рынку». Что мы выбираем? Он говорит, что у меня сейчас будет убыток минус 0.14 цента. Я нажимаю «Применить», у меня закрывается моя позиция. Также мы можем выставлять Take Profit и Stop Loss сразу же. То есть я беру лимитную заявку, например, создаю так, выбираю сумму, выбрал цену и сразу же ввожу вот здесь вот Take Profit, чтобы у меня было, например, 1880 и 1800. И давайте вот тут лимитную заявку. Открыть лонг. Видите, у меня сразу же будет вот здесь вот цена маркировки, цена маржи. Вот здесь у меня написано 2 записи, я на них нажимаю. У меня сразу же стоят ордера. Нажимаю «Закрыть». Еще есть хорошая вещь, когда, например, вот сейчас, кстати, у нас была только что плюсовая позиция, она изменилась на минусовую сейчас. Но, допустим, у нас цена дошла до 1850, и мы понимаем, что у нас сейчас будет шорт, мы хотим такой же самый объем позиции перекинуть из лонга в шорт изменить. Тут есть хороший функционал, мы нажимаем «Обратная заявка», и у нас сразу же, видите, здесь написано слева лонг. Как только мы нажимаем, у нас тот же объем сейчас перевернется в шорт. Применить. У нас тот же объем перевернулся в шорт. Мы уже стоим в позиции в шорт. Максимально удобная функция. Такой функции, кстати, нет на многих биржах. А как еще закрыть лимитной заявкой?
Нажимаем «Закрыть лимитной заявкой», выбираем цену, нажимаем «Применить». И сейчас у нас открытая заявка, чтобы закрыть нашу позицию. Но я отменю, я закрою по рынку. Так будет быстрее. Применить. Чем отличаются фьючерсы от спота? Спот мы берем за свои деньги, покупаем монеты и в долгосрок их держим. Фьючерсы, тут мы используем наше кредитное плечо, и чаще всего мы делаем какие-то короткие сделки там. Я лично торгую в течение дня, кто-то торгует там в течение недели, а спот могут держать месяцами, даже и год. Что еще из функционала, который может быть полезнее, я вам покажу. Смотрите, я сам его не использую, копитрейдинг, но вы можете попробовать. Копитрейдинг — это когда вы хотите копировать прибыльных трейдеров. Вот здесь вот есть различные прибыльные трейдеры, и вы, например, смотрите, что вот у него доходность 59% за 30 дней пишет, потом 191%. Я этим лично сам не занимаюсь. Для того, чтобы правильно выбрать человека, которого вы хотите копировать, тоже нужен опыт и нужно правильно их оценивать. Но вы можете пощелкать, возможно, вас это заинтересует, и вы захотите это попробовать. Но я вам советую начинать с маленьких сумм, если вы будете уже это делать. То есть не закидывайте большую сумму, но не рискуйте. Сначала протестируйте какое-то время, если все получается хорошо, то уже потом можете закидывать сумму побольше. Сразу не рискуйте, потому что можете потерять деньги. Ну и тоже есть сеточная торговля, это торговля с помощью ботов, но я про нее вам не буду рассказывать, потому что я торгую сам, я ее не использую. Просто такой функционал есть, если захотите, изучите. Купить крипту также можно различными способами. Можно банковский депозит использовать, можно использовать как P2P, можно просто с карты, например, купить. Например, вводим $1000 и смотрим, какие провайдеры у нас есть для того, чтобы купить крипту. Конечно, здесь курс не очень хороший. Как раз таки у MonPay здесь комиссия для новичков, для новых людей, которые зарегистрируются, 0%, что является хорошим бонусом. На этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Еще раз напомню, что ссылка на регистрацию на этой бирже находится в описании. Ставьте моему видео лайки, пишите комментарии, если у вас есть какие-то вопросы. И каждый лайк мотивирует меня записать для вас как можно быстрее новое видео. Всем спасибо и всем пока.